Здравствуйте! Я продолжаю серию роликов о самолетах на банкнотах разных стран мира. И сегодняшнее мое видео о самолете на банкноте Болгарии 1948 года номиналом 250 левов. И в отличие от нескольких моих предыдущих роликов, где воздушное судно, изображенное на банкноте, было достаточно легко идентифицировать, здесь я вынужден буду уйти в область некоторых предположений, так как изображение самолета, как видно, очень маленькое, а качество печати, скажем так, мягко говоря, не очень высокое. Итак, банкнота Болгарии, а точнее на тот момент Народной Республики Болгария в 250 левов 1948 года. Номер по ПИКу, а также страница об этой банкноте из каталога банкнот Болгарского национального банка перед вами. Был только один выпуск этой банкноты, без каких-либо вариантов. Принтер государственная типография в Софии. Кстати, каталог, страницу из которого я показал, вот этот вот в последней редакции 2022 года, лежит в свободном доступе в формате PDF на сайте Болгарского национального банка, за что им отдельное спасибо. Это очень круто, когда банк, центральный банк, так напрямую просто делится информацией обо всех банкнотах страны за все время их выпуска. Действительно очень круто. А для меня эта банкнота интересна в первую очередь тем, что, насколько я знаю, она является второй в мире после известных американских 20 долларов 1914 года, которая несет на себе изображение самолета, так сказать, в рамках транспортной темы. Что я имею в виду? То есть, когда изображение самолета дается наряду с другими видами транспорта. Здесь вот в частности мы видим паровоз, понятно, на переднем плане, вот здесь вот маленький грузовик, как видно, и над ними интересующий нас самолет. Кстати, интересно, что в каталоге, вот том, который я привел, Банка Болгарии, в описании этой банкноты про грузовик ничего не сказано. Написано только про паровоз и самолет над ним. А в ПИКе и про самолет ничего не говорится. В описании на оборотной стороне банкноты написано, что изображен пассажирский паровоз, и все. То есть вот так вот вся задумка художника в изображении трех видов транспорта как-то полностью игнорируется. Ну хорошо, мы в любом случае видим, что здесь художник хотел изобразить и показать. Хорошо, если говорить о самолете, что мы можем здесь достоверно увидеть? На первый взгляд очень немного, но давайте попробуем. Однозначно достоверно можно сказать, что это трехмоторный пассажирский или транспортный самолет, низкоплан, это хорошо видно, и, возможно, с неубираемым шасси. Больше бы я объективно ничего не стал бы утверждать. А дальше, так как достоверно идентифицировать сходу не получается летательный аппарат, я бы сделал два очень простых предположения. Надеюсь, вы согласитесь, что они будут достаточно логичные. Первое, я бы предположил, что художник сам самолет и те немногочисленные детали, о которых я сказал, которые здесь можно было рассмотреть, изобразил более-менее достоверно, без значительных искажений, иначе дальнейшее обсуждение теряет всякий смысл. И второе предположение, что это то, что этот самолет имеет отношение к Болгарии. То есть, что тоже достаточно логично, да? То есть, что он входил в состав ее военно-воздушных сил или использовался в гражданской авиации в Болгарии в послевоенный период. И исходя из первого предположения, что конструкция самолета изображена достоверно, то есть это трехмоторный низкоплан, можно рассматривать, в принципе, достаточно большое количество самолетов, в частности, Юнкерсы, целый ряд пассажирских и транспортных самолетов итальянских с Savoia Marchetti, там такие модели, как 73, 75, 81. А если предположить, что с убирающимся шасси, то и 83. Давайте для примера приведу несколько фотографий. Причем на самом деле вместо фото вот этого Savoia Marchetti SM-73 можно было показать любой другой аналогичный трехмоторный самолет. Как вы видите, на таком схематичном изображении, которое изображено на банкноте, достаточно сложно, действительно достаточно сложно установить конкретный тип летательного аппарата. Однако, если учесть мое второе предположение, что самолет должен иметь отношение к Болгарии, то в таком случае ответ по данному самолету может быть только один.
это однозначно может быть только Юнкерс Ю-52-3М, так как это единственный трехмоторный пассажирский, ну или транспортный самолет, который подходит под то, что мы видим на банкноте, и который эксплуатировался как в ВВС Болгарии, так и гражданской авиации Болгарии в послевоенный период. Ни итальянские Savoy Marchetti, никакие другие пассажирские или транспортные трехмоторные низкопланы в Болгарии в тот период времени, кроме Юнкерса, не эксплуатировались. Зато вот эта вот знаменитейшая тетушка Ю, да, как ее называют, Юнкерс Ю-52-3М, летал в Болгарии почти 18 лет, почти 20 лет, с 1938 по 1956 год. На самом деле о самом самолете и его богатейшей истории в таком коротком ролике я рассказывать даже не буду пытаться. Скажу только, что ВВС Болгарии первые 3 таких самолета получили в 1938 году. А в 1943 году на базе эскадрильи из уже 9 Ю-52 была создана первая болгарская воздушно-десантная часть. Что касается общего количества Ю-52 в Болгарии, то по разным источникам к концу войны, к 1945 году, их могло быть до 12 и более экземпляров, как немецкой, так и французской сборки. В конце 1946 года, здесь вот теперь гражданской теме, в конце 1946 года в Болгарии была создана дирекция воздушных сообщений. Это предприятие, которое работало под коммерческой маркой «Болгарские воздушные линии». Новая авиакомпания, и ей на момент ее создания было передано несколько Ю-52 таких. Это как самолеты, поставленные в 1938 году болгарским ВВС. В авиакомпании они получили бортовые номера, приведу прям название бортовых номеров, потому что их можно увидеть и на фотографиях архивных. Вот заканчивающиеся на А и на Б, LZ, UNA, UNB. И австрийские трофейные, в частности с номерами, заканчивающимися на L и на O. Да, и вот несколько фотографий этих, собственно, самолетов с такими номерами регистрационными. Всего же авиакомпания имела не менее 6 таких юнкерсов. В июне, 29 июня 1947 года состоялся первый рейс по маршруту, гражданский пассажирский рейс по маршруту София-Пловдив-Бургас. А в августе того же года первые полеты из Софии в Варну. Ну, затем появились и другие гражданские внутренние линии. Вот, например, газетная заметка об открытии регулярной линии София-Варна в мае 1948 года с фотографией именно такого юнкерса. В конце 1947 года это предприятие, болгарские воздушные линии, совместно с СССР, на базе этого предприятия было создано предприятие ТАПСО, сокращение от Транспортно-авиационное болгарско-советское общество, где служба Ю-52-3М продолжалась до 1956 года. Служба, эксплуатация. Еще раз хотел бы повторить, что мое предположение, что на банкноте изображен именно, на этой банкноте изображен именно Юнкерс Ю-52-3М, это только мое предположение. Я прекрасно понимаю, что это можно обсуждать, спорить, если у кого-то есть другая информация или какое-то аргументированное мнение, мне было бы очень интересно услышать. Но это предположение, оно косвенно подтверждается тем, что это единственный тип воздушного судна, транспортного, который эксплуатировался в Болгарии на тот момент, и что гражданская авиация Болгарии фактически была воссоздана в 1947 году именно на базе самолетов этого типа. А банкнота, повторюсь, была выпущена в следующем 1948 году. Спасибо, увидимся.